Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить и подтянуть дряблую увядающую кожу. Сегодняшняя маска состоит из простых доступных ингредиентов. Основные ее компоненты – это морская соль и пищевые дрожжи. Маска подходит для всех типов кожи. В момент подсыхания дает очень хороший лифтинг, подтягивающий эффект. Дополнительно питает и очень активно увлажняет дряблую увядающую кожу. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы также можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Сегодняшняя маска на основе соли и дрожжей. Возьмите морскую соль. Морская соль отлично подлечивает кожу, убирает морщины, делает ее упругой, эластичной, улучшает тургор кожи. После применения солевых масок ваша кожа будет иметь подтянутый вид. Возьмите 1 чайную ложку соли. Если у вас крупная соль, то используйте соль, которую вы перемололи в кофемолке. Также, если у вас соль морская для ванны, обязательно перемелите ее в кофемолке, так, чтобы острые крупные кристаллики соли не травмировали кожу. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобятся дрожжи. Можно использовать дрожжи быстрые, также для сегодняшней маски хорошо подойдут и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то доведите их до комнатной температуры и добавьте в сегодняшнюю маску 1 чайную ложку. Если вы также используете сухие дрожжи, как и я, быстрые, то нужно взять также 1 чайную ложку. В зависимости от того, какие дрожжи вы используете, количество жидкого компонента, который я добавлю впоследствии, будет варьироваться. Также смешайте все сухие ингредиенты. Следующий компонент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Сок алоэ отлично увлажняет кожу, идеально подходит для профилактики обезвоженности кожи и хорошо разглаживает морщины. Нужно взять 1 чайную ложку сока алоэ. Вы можете использовать также сок алоэ или алоэ вера. Сок алоэ вы можете заменить соком огурца либо соком капусты. Также, если у вас на подоконнике есть растение алоэ, то его тоже можно использовать для домашнего ухода. Возьмите, срежьте толстый лист алоэ, уберите толстую кожицу и используйте кашицу для приготовления домашних масок. Нужно взять 2 чайные ложки сока алоэ. Если вы используете сок огурца или капусты, то натрите эти продукты на очень мелкой терке, отожмите через марлечку и используйте сок для домашних масок. Тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Если вы используете дрожжи из брикетов, соответственно, сок алоэ можно добавить чуть меньше, так как дрожжи из брикетов уже имеют слегка жидковатую консистенцию. В момент смешивания и приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте все компоненты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Все свои рецепты домашних масок я показываю вам в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут, чтобы в домашних условиях приготовить качественную, омолаживающую, антивозрастную маску. В процессе смешивания дрожжи будут слегка подходить и увеличивать густоту сегодняшней маски. Так что не торопитесь и внимательно наблюдайте за процессом приготовления. Также соблюдайте порядок добавления ингредиента, от этого также будет зависеть качество маски. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты, отлично смягчает кожу, борется с появлением преждевременных морщин. Можно использовать также для сегодняшней маски и аевит. Если вы используете аевит в мелких капсулах, то добавьте 2 капсулы аевита. Если вы используете витамин Е в больших капсулах, то достаточно 1 капли. Также для сегодняшней маски подойдет и витамин Е в масляной консистенции. Если вы используете масляный состав витамина Е, то достаточно добавить 10 капель витамина Е. Также тщательно взбейте все компоненты. В процессе приготовления домашних масок компоненты не просто смешивайте, а как бы взбивайте, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой и хорошо раскрылись в процессе применения этой маски. Смешайте сухие дрожжи так, чтобы они хорошо растворились.
и отдали свои питательные компоненты. Добавьте в сегодняшнюю маску также и глицерин, что будет усиливать воздействие сока алоэ на увлажнение кожи. Добавьте также 10 капель глицерина. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Не наносите глицерин в чистом виде, так как он будет активно впитывать влагу из кожи, но добавляя его в различные маски, увлажняющее воздействие на кожу будет более активным. Тщательно смешайте все компоненты. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Все домашние маски наносите на подготовленную кожу. Перед нанесением сделайте кислотную скатку или скраб. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на влажную, умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж в течение 3 минут. Поскрабируйте кожу, уберите верхний ороговевший слой клеток и смойте водой комнатной температуры. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Для достижения наилучшего эффекта сделайте кислотную скатку за час до сна. Наносите эту маску по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Также нанесите эту маску на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.